Можно сказать, типа, с вами Вайманки. С вами Вайманки, да. Да. Привет, ребят, с вами Вайманки, Максим, Дима. Сегодня мы поговорим о производстве, о процессе производства нашей новой песни Tell Me, о всех деталях, каких-то возникших в процессе проблемах. И погнали. Производство как на заводе с тобой. Станки стоят. Песня Tell Me, она выйдет как раз таки вместе с этим видео примерно, поэтому мы его и снимаем, собственно. Мы решили, что будет интересно рассказывать бэкграунд того, не только того, как оно создалось, но почему оно создалось именно так. И, наверное, что особенно интересно, что туда не попало. Потому что в производстве любого продукта есть такие моменты, когда там на елку вешаешь дофига всего, а потом короче, рубильником просто все это отрезаешь. Отрезать всегда больно, конечно. И нужно. Как мы особенно спорим иногда, какие штуки нужны они или нет. Это прям вообще... Это есть моменты такие, да, без них никуда, увы. Но это интересно. Что, теперь о чем песня? Да, обсудим, о чем вообще песня, как возникла идея, откуда взялось настроение. Тут вообще на самом деле интересно, потому что я, когда придумываю какую-то основную идею скелета, я редко в нее закладываю сразу какую-то вот философскую глубокую идею. Вот эта вещь, например, она, если я правильно помню, я года 2 назад проходил, уже 2 года прошло, капец, курс Беркли по сочинительству музыки, и там был один урок, в рамках которого мне надо было написать короткую типа песню, короткий мотив. И задача была, знаешь, как бывает сочинительство от ограничений. Ты, короче, ставишь какие-то ограничения, и это, на самом деле, помогает что-то сочинить. И там была задача, сделайте, по-моему, только по пентатонике. Не так было. У меня была задача сделать, это был про контрапункт, и вот что, если у вас басовая линия, сделайте какую-то интересную басовую линию, и постарайтесь как бы в взаимоотношениях с этой басовой линией написать какой-то вокал. Я написал ту-ту-ру-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту, причем То есть эта идея еще оттуда возникла? Это вообще с того урока. Причем она изначально вообще была у меня супер медленная, такая. Более кочевая. Вы знаешь, немножко даже White Stripes или что-то вот вот как-то вот в ту сторону. Я потом ускорил, начал немного с ней играться и думать, какой вокал вокруг этого мог бы работать. А там есть несколько подходов к контрапункту, когда ты делаешь подобную. Объясни, что такое контрапункт. Контрапункт — это вообще, в принципе, взаимоотношения и подход к организации басовой линии гармонической и ее взаимоотношения с остальными там голосоведущими какими-то, вообще разные мелодии в произведении, как они друг с другом взаимодействуют с точки зрения голосоведения. И для меня тоже, потому что я не знал. Вот. Там есть такой прикол, что чаще всего контрапункт — это про взаимоотношения баса и вокала. Потому что, особенно во всяком фанке и диско, бас иногда очень, не просто вот наши картошки эти нули, а там прям какая-то сложная партия. И есть подходы, как эту сложную партию подружить с вокальной партией. Важной вокальной партией, да. Я даже, опять же, не спец, но я знаю 3 основных подхода. Это там, ты делаешь просто их одинаково максимально, там, через подобие, или просто около, рядом. Либо остинатный бас. Короче, остинатный бас — это когда у тебя на самом деле вот бас просто на одной ноте. Вокруг него вокал. А я решил сделать наоборот. У меня получился ту-ту-ту-ту-ту. А в этот момент вокал та-на-на-на-на-на, та-на-на, та-на-на-на-на-на, та-на-на. Потом уже та-та-та-та-та-та, немножко уже начинается какое-то развитие. Но в любом случае линия практически прямая. Линия, да. И это хорошо работает, потому что если бы они оба были в разнобой, например, вот друг против друга как-то, или вообще не согласовано, то это 2 сложных мелодических линии. Обычно, слух такое, как бы, какая-нибудь Бьорк сказала бы мне: дитя, о чем ты? Только так и надо музыку писать. И поэтому оно, расслабляет немножко восприятие. Поэтому все началось на самом деле просто с урока на курсе по сонграйтингу. Это, кстати, не единственная песня, которая там была придумана. И сейчас «Срыв покрова». Я вот этого не знал, кстати. Sea of Lies, основа там написана. Fight,
Любимая там песня написано. вообще многих наших поклонников. Да, фанатов на данный момент, да. И вообще все это было написано за 3 месяца лета, что вообще говорит о том, что мне нужен какой-то дедлайн, драйвер и коммитмент. И вот у меня тогда вот как была задача, мне каждую неделю надо было что-то сочинять. И это, конечно, кайф. То есть я сильно зашивался, у меня не хватало времени, я там бесился. Но вот оттуда я вышел вот с, по сути, 3 идеями. Ну, я больше сочинил, но 3 идеи, которые в итоге легли в основу каких-то песен. Так, мы в проекте. Тут много всего. Давайте я быстро вас познакомлю с ним. Заодно, кстати, все покрасим для вашего удобства в определенные цвета. Я обычно так делаю. У меня... Можно в розовый. Кстати, розовый у меня ни зачем не зарезервирован. У меня желтый я традиционно для барабанов делаю. Для всяких FX и перкуссии я делаю вот всякие оранжевые и около того. Басы у меня оттенки синего имеют обычно. Все синты оттенки бирюзового у меня имеют. А гитары оттенки зеленого, либо если это рек, именно запись, то я делаю красным. Мы в следующих видео проверим, придерживаешься ли ты этой структуры или Вот, нет. собственно, все записи тоже у меня красные. Вот, например, чистовые вокалы тут уже во многом красные, но я вот потом, когда записал, вот у меня main 1, main double, main 2, и там где-то должны быть дабл, тут уже немножко так как это демка, тут вперемешку, но обычно вот я по категориям, вот по 3, тоже по цветам бью, и, наверное, твой вокал здесь тоже так будет. Скрим, рек, мейны, еще одна дорожка, вот по цветам немножко бью. Это для удобства, так сказать. Но здесь есть еще некоторые особенности, потому что это демка, и в демке я докручиваю обычно звук, потом убирая некоторые фишки, которые уже я ожидаю сделает там звукорежиссер, да, то есть, например, вот тут вот я вот эту дорожку побил на 2. Была какая-то причина, обычно это баланс громкости разный, хотя здесь одинаковый, вот, а потом я это соединяю все в одну, чтобы миллион дорожек не... У меня, короче, вообще проблема, у меня был какой-то трек еще с прошлой группы, я выгрузил чуваку 100 плюс дорожек, это вообще просто трэш какой-то, зачем я это делал? С чего начался трек? Трек начался вот с этой партии, здесь она у меня реализована в виде основной басовой дорожки, мидишной, к ней потом добавляется вот еще несколько, и на самом деле это наслоение, то есть вот тут во многом лейеринг, я добавлял дополнительного звука для жиру. И, скорее всего, если мы перейдем в синты, то есть вот синяя это бас, а вот в синтах тоже вот начинается вот тут. Партия аналогичная. Аналогичная партия, то есть если мы сейчас послушаем начало самое, только бас вот этот. Он еще вот тут. С автоматизацией. Вот дальше. Поярче уже звучит. И вот она основная. А я немножко не попал, видимо. Тут уже начинаются некие мелизмы. Это вот, собственно, вот с этого трек начался. Вот, например, здесь вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хотя раньше у меня было вот так. Но вот это уже момент доработки, потому что когда она начинает работать вместе с вокалом, короче, вот начинаешь немножко партию под вокал делать. Простите, пожалуйста. Вторая часть, то есть, основа была вот на этом, как я и говорил, что есть вот основной такой бас, который имеет выраженную какую-то мелодическую, да, часть, и очень прямой вокал. Потом к этому, соответственно, ритмическая часть подходит. Потом, вот что у меня было на уровне урока с вот этого вот курса, это еще вот эта вторая часть. Вот тут я... Выход с куплета, по сути. Выход с куплета, прихорус, да. И тут я, наоборот, объединил вторую контрапунктную идею, сделал.
Наоборот, прямой бас. Да, и при этом вокал, он следует за басом с точки зрения основного направления. То есть, вот смотри, куда ты скажешь, вот сейчас бас направлен, там, вверх или вниз по своему движению? Он все время спускается. Все время вниз, конечно. На. И вот теперь, если с вокалом посмотреть. Tell me, how can all these white clouds be so high, be so calm, so what's up, man? Да, я делаю этот вот выход наверх, но я сделаю его только для того, чтобы еще выше было забраться, чтобы спуститься. Откуда спуститься, да. И вот в этом суть вот этого контрапунктной всей темы, что они все вместе идут вниз. Подобие, короче, происходит некоторое. Собственно, вот эта часть была ровно моей демкой, больше ничего не было. Потом к этому, на самом деле, добавились уже остальные части. Но это была основа. Возвращаясь к идее того, что это было сделано как упражнение, и я, в принципе, песни пишу, не думая о какой-то идее, ну, там, посыле. У меня посыл всегда рождается в моменте. И тут вот, кстати, уже начинается, наверное, вопрос про наш с тобой тандем, потому что ты, вот, зная уже какую-то вселенную подноготную, я тебе рассказываю там основу идеи, и ты круто ее начинаешь развивать на уровне текста и прочее. Вот, например, с Tell Me это еще, наверное, не так прослежено, потому что там уже был какой-то текст, в момент, когда я пришел в группу. Но вот следующие треки, там вот ровно так это работает. И получается, что эмоционально-вайбовую часть я закладываю от себя во многом именно в музыку, а ты это очень хорошо считываешь и развиваешь на уровне своих партий и текстов. Ну вот у меня текст выливается большей частью именно из твоих уже каких-то псевдо вот этих штук, которые ты накидываешь, да, хуков, каких-то фраз даже. То есть я от них отталкиваюсь и уже собираю цельную картину, которая уже складывается в какую-то историю. Вот и прикольно, что это получается, потому что в итоге она получается как-то довольно гармонично, судя по тому, как у нас новые песни сейчас пишутся. И, наверное, вот я недавно про это думал, причина, почему это работает, потому что мы сделали какой-то плацдарм в виде вселенной. Да. На самом деле у меня... Так, во-первых, надо найти где... у меня, по-моему, с самого начала есть электронный бит. Тоже на автоматизации. Причем у него два катофа разных. Вот это на самом деле мне очень нравится панковский этот «Hey ho, let's go, тун-тынь, ту-тынь, тун-тынь, ту-тынь, тун-тынь». Он хорошо работает для разгонов, да. Тум-там. Вот, кажется, счет автоматизации. Потом у меня остались только хлопки. То есть я стараюсь миксовать всегда электронные барабаны с живыми, чтобы не получилось так, что вот тут вот, можно было сделать так, что они тут просто выключатся, да, и тогда, получается, у нас перейдут электронные в живые, как вот так вот было бы. А те замолчали. Не остается как будто... Да, так я оставляю чуть-чуть. Оно может быть не так слышно, но становится плавнее, да. Иногда некоторые оставляют стрекот этого. Я вообще стараюсь, в принципе, в основном динамику заруливать. То есть начало очень дэнс такое начало. И дэнс в том смысле, что это вот реально какая-то электронная танцевальная музыка лично мне дает вайб. Ну, чисто... Спортивках Adidas. Да. И это, сюда сделать это сразу на живой ударке, это, мне вообще бредом каким-то кажется. Плюс электронные ударные, их можно, есть всякие эффекты как бы гейтирования живых ударных, чтобы тоже они давали много пространства и приблизить. Но если ты хочешь как бы все равно больше пространства дать миксу и прозрачности, работая с сэмплами, у тебя гораздо больше как бы свободы и гораздо проще это сделать на самом деле. То есть можно заморочиться и делать то же самое с живыми, да и сэмплы те же, это обычно сэмплы живых каких-то инструментов, но здесь я осознанно взял прям вообще не живые. То есть что у нас здесь?
банальный. Причем я взял какой-то вот там Kit 08 пресет. Какой звук понравился? Причем да? это дефолтный плагин Studio One. Я вообще стараюсь сейчас дефолтных больше юзать плагинов. Ты же, по-моему, в Ableton не работаешь, да? Вот это единственная причина, почему я все-таки подумываю переехать когда-нибудь на Ableton. Это потому что там дефолтных плагинов, конечно, очень круто, классных, Да. очень много. Там библиотека огромная вообще. Да. Ну и на самом деле вот этот вайб дэнса, он вот как раз таким же, по сути, каким-то околопанковским звучанием живых ударных мне подкрепляется лично. И вот эти вот вкрапления там синта. Такой, он просто на самом деле... Это, по-моему, ты уже включал его на достаточно позднем этапе. Вот Да, это- он же будет немного позже. Мы его обсуждали. По-моему, я сначала сделал вот тот более поздний, который вот этот звучит. Да. Вот, который, когда уже начинается прям мясо. Вот. А потом я подумал, что хорошо бы, чтобы он в более мягкой версии появился раньше и добавил его сюда, и он, по сути, добавил какой-то, глубины аранжировки, можно сказать. То есть, если сейчас выключить вокалы... Он, по сути, дает еще какой-то вайб мелодический без вокала. То есть Да, ты да, уже да, слышишь, да, о чем да. примерно там может говориться. Да, Прикольно. именно так. Ну и, соответственно, лейеринг. Вообще я стараюсь обычно лейеринг не делать, но здесь мне это показалось уместным. То есть вот если основной... Я очень люблю вот этот вот для баса эмуляцию мини-муга от Arturia, по-моему, мини-V3 называется. Есть один бесячий момент, который я нашел в этом синтезаторе ровно на этой песне, который заставил меня в одном месте отказаться от этого синтезатора. Вот, Bass Experimental у меня тут написано, и этот Experimental возник, это Serum 2, скорее всего. Мне пришлось, вот видишь, рядом, короче, была другая дорожка, и мне пришлось уйти от нее, потому что оказалось, что они настолько хорошо симулировали, что там есть, короче, зашитая типа аналоговая какая-то LFO, которая вот ты жмешь ноту, слышите, звук меняется немножко. И это не исправить. И оно не прибито к сетке, оно вот, знаешь, вне времени, короче, фри-лупом. Оно всегда типа... И у меня получалось так, что в момент, когда вступали вот эти вот барабаны, вот тут вот, собственно, вот этот, мне нужен был очень жирный удар баса, а у меня получалось так, что иногда вот, когда вот тут вот и вот тут, я показываю так вот тут вот и вот тут вот, когда у меня были оба мини V3, они иногда попадали на вот это, когда он по LFO немножко легковесно начинал звучать, и вот этот вот удар, короче, в этот момент в сильную долю, он был не жирным, не звучал. И я так бесился. И я помню, я провел где-то час, может, полтора, читая документацию и ковыряя вот этот синт, я отрубил, знаешь, типа уровня, отключаю все, чтобы что влияет на звук, почему оно не исчезает. Я уже вот так сидел, короче, твою мать. И оказалось, но это круто, потому что в каком-то смысле таким образом изучаешь вот прям глубинные инструменты, которыми что работаешь. теперь ты знаешь, да, теперь что я в знаю, этом моменте он тебе не работает. И вот именно поэтому вторым слоем, когда вступают основные барабаны, включается вот этот вот более низкий бас, то есть вот их можно вместе вот так включить сейчас. Жиру дает. И раньше это вполне хорошо справлялся мини V3, вот такой же, еще один, просто по-другому наруленный. Но вот та проблема заставила меня от этого уйти. И потом к этому вот добавляется, соответственно, звуку, если включить только синты. Есть еще вот синт такой. Прикольно. Его вот не слышно, по факту, в миксе. Вот. Ну, может быть, местами где-то, но без него, возможно, оно Но уже тут, звучать... вот, знаешь, вот тут уже материи. То есть, возможно, будь я немножко менее перфекционистом, я бы его вообще выключил.
потому что он появился еще на заре проекта, и я его уже просто не убирал. И на самом деле, наверное, он действительно лишний. В этом проблема, когда люди делают звук через лейеринг и слишком увлекаются лейерингом, то они иногда теряют суть и начинают, блин, это так важно, а на самом деле он действительно может быть не важно. И вот важно чувствовать, это для меня все еще точка роста, какие штуки действительно важны, какие нет. Что там... можно убрать, что... Да, потому что там, например, вот еще один добавляется дальше. И вот насколько оно уже нужно, но, наверное, какой-то один верхастый нужен. Но вот нужно ли там прям два? Потому что один точно нужен. Но, наверное, я бы сказал, что... Я вообще не слышу разницы. А вот если с этим... Да. Сразу. Вот это урок, что на самом деле заигрываться с лейерингом не стоит. Ну и, наверное, про барабаны и про ритмику скажу. Главное, что вот это вот некое очень динамичное движение, оно продолжилось и дальше. То есть я позволил себе вот тут вот нам немножко побаунсить. И оно даже выросло в припеве, тоже в баунсинг. Я вообще люблю такие раскатистые припевы. Меня все время все мои барабанщики, с кем я работаю, не любят, потому что для них это типа пошло. А я очень люблю такое кочевое, тупое звучание. Но при этом я понимаю, что этой песне нужна вот эта стремительность, поэтому вторая часть припева была сделана именно на... То есть, по сути, то же самое, что... А это лид какой-то звучит еще. Во, про лиды мы сейчас поговорим еще, да. Это тоже слышно его прям хорошо. Интересная вещь, да. Тут они несколько разных ролей играют. Но вот по ритму, в принципе, это все. И даже наш брейк пулеметный, он вот тоже... Вот эта вот штука, которая всем нравится, с кем я общался, да? кому показывал песню, все говорят, что вот этот кусок брейка, он просто... Это лучшее вообще, что это видело круто. Человечество. Причем на самом-то деле сам рисунок с точки зрения металкора очень... Обычный, да, типа стандартный. Стандартная вещь. Контекст работает. Да, реально работает контекст, что было до и что потом происходит после. Именно. И вот в студийном смысле даже хорошо, что он короткий. Но в концертном, как мы выяснили, бывает наоборот важно такие брейки делать подлиннее, делать на них акцент, чтобы народ помесился, короче. В этом разница вообще на самом деле. Важно чувствовать эту разницу между студийкой и лайвом. Но, блин, реально понимаешь это только с опытом. Вот посмотрев еще, как другие делают, вокалы, расскажи вообще свое отношение к песне по вокалам. Ты здесь, наверное, пришел на готовые партии, но ты писал текста, да? И ты же придумал офигенный выход на брейк и, собственно, сам брейк. Я хочу прям это включить, потому что мне безумно понравилось, как ты это сделал. И ты же это придумал чуть ли не на репе, да? По-моему, да. Блин, вот я в этом моменте хотел увязать эмоциональный посыл того, что у человека остается мало времени. И мне показалось, что музыка, которая типа та-та-та-та-та-та, тогда, по-моему, еще не было такого именно отрывистого, по-моему, звучания. Он был более склеенный, более плавный, вариант, да. А мне показалось, что это очень классно ложится именно в часовой ход. Прикольно. Прикольно. Так. И мне, почему-то в голову пришло, что было прикольно соединить, вот именно указание на время, вот этот ритм часовой. Да, блин, я тут на самом деле дико благодарен сам себе, что я не забраковал твою идею, потому что у меня есть этот момент. Мне тяжело работать с другими людьми, ты сам знаешь, я там,
Вот я придумал, так и будет, короче. И на самом деле я сейчас очень стараюсь от этого двигаться в какую-то сторону. И вот я так рад, что я не отбрил твою идею, потому что я помню, у меня на репе был такой, ну, хз. Ты не хотел сначала, да, эту штуку? Но сейчас я думаю, хорошо, что я ничего не сказал, потому что это очень в тему. Максимально в тему. Мне было главное, что ты сделал вот это вот та-да-да. Вот это в пустоте, вот это произносящееся. Кстати, нам надо будет проверить, что нам на сведении сделали эту пустоту, что ты в ней чисто в пустоте говоришь. Это чисто омаж, конечно, лично у меня на Fallen in Reverse, на Радке. Это чистые Радки, да, вот это вот твоя фраза вот здесь. Такого много, да. Да. Ее надо по суше еще специально тут делать, то есть по-хорошему ей... Ревер вообще убрать. Вырубать ревер, да, такой сильный, он здесь стоит, я просто не стал уж слишком заморачиваться, там, ревера разделять, на это уже демка. Раньше я, кстати, заморачивался, раньше я реально в демке отстраивал ревера под каждую дорожку, там вот индивидуально, чуть-чуть. А потом понял, что на сведении, если ты не находишься с человеком в одной комнате, все это похерится по-любому. И эти микротона, они вот на уровне демки не нужны. Главное, что в голове помню, где что важно. И иногда надо просто грубыми мазками работать. Так как вообще тебе вот с точки зрения вокала, вот твои мысли вообще, вот как скрим-вокалиста по этой песне? Что тебе есть сказать? Нормально. Скрим-вокалист. Слушай, на самом деле мне в целом, когда я начал работу в Вайманке, мне пришлось учиться новому в плане того, что партии очень быстрые. Ты очень любишь делать прям много слов в мало секунд. Это у меня проблема на самом деле. И это очень сильно меня как и прокачало, так и показало слабые стороны. Вот, и мне кажется, в этом треке у меня уже приближается к тому звучанию, как я бы хотел, чтобы это звучало. Вот. Особенно в моментах, где у нас, по-моему, прихорус или постхорус. Короче, где-то там скримовая часть. Я уже не помню, уже забыл. Наверное, ты имеешь в виду вот эту. Ну да, вот такие вот кусочки. Он не особо быстрый здесь, но в плане произношения... Он очень важный по ритмике. Там ритмика и произношение, да. То есть вот работа над этими моментами, она очень сильно прокачивает. И мне кажется, этот трек очень хорошо показывает работу проделанную. Ну, для меня, то есть, как вокалиста. И это, конечно, не Лив, который максимально заставил меня попотеть. Потому что там все есть вообще. Все, что нужно. Так на самом деле, чуть-чуть переходя на Лив, ты же сам предложил в основном вот такой стремительный вокал на Лив, особенно второй куплет. И я такой, типа, ого, Диман, ну давай, типа, дерзай. Но получилось очень круто, но про Лив сейчас не говорим. Про что говорим? Мне по вокалу... Мне очень нравится, как брейк получился, это 100%. Остальные части, они звучат, может быть, без какой-то изюминки, кроме первой вот скримовой партии, где вот такой звук есть. Ты имеешь в виду... Как слайдер я там делал на низком гроуле. Вот он у меня гроуле. есть, да. Нет. Пораньше. Раньше. Вот он. Да. Кто-то стучался? Привет. Да. Мы скоро закончим. Это точно пойдет в нарезке. Я когда ты это сделал, я вообще не знал, что ты так умеешь, но это же звучит чисто как голосом свип. Ну, вот, да. Ну, буквально, у меня всегда... Я вообще очень люблю свипы. Это мое и дар, и проклятие. Я ими очень активно пользуюсь вообще везде. И проблема в том, что иногда это начинает уже, меня, так сказать, на одни и те же идеи подводить. Вот всякие такие штуки. Есть где-то, наверное, Кстати, более... похоже, если занизить. Да, я что и говорю, что вот, например, тут... И вот
у тебя там, ну, это чистейший свип. И я такой, я слушаю в первый раз, так думаю, да, оно даже по вейвформе-то выглядит на самом деле, ну, то есть, если сейчас еще сделать вот Ну, так. хлопок в конце, если убрать. Ну, типа, Да. вообще просто оно. И это, конечно, я офигел. И вообще, на будущее, Диман, делай таких штук больше, потому что я что понял в тот момент, что я не знаю, что могу от тебя просить, а ты на самом деле можешь очень много прикольных штук предлагать. Ну, надо больше добавлять, да, Вот, всяких фишечек. да. И вообще я тут понял, что очень важна индивидуальность. Мне кажется, вот мы примерно начиная с этого трека у нас начинает в группе появляться какая-то индивидуальность. Потому что до этого, ну, там вот Time, Sea of Lies, да даже Fight, хорошие треки, но они такие нормисные в каком-то смысле, типичный металкор. То есть я вот сам для себя не вижу, там, не выделяю, что есть что-то, вот что таким, знаешь, почерком вайманки является. А вот тут уже вот точно есть. И вот такого надо прям побольше делать. Помню, что вот это вот у нас не было на самом деле. То есть изначально планировалось, что ты здесь сделаешь по-другому. Там прям булькающий вот этот вокал. Я не знаю, насколько его, конечно, нужно будет в финальной версии. Там... Ну, это тут просто так Да. и сделано на демке. Но идея в том, что изначально было Fire просто. Skin is fire. Вот Да, так вот. да. У нас Коротко даже было. есть на Ютубе, по-моему, вот это вот видео. Там ты коротко, по-моему, говоришь. Да. И Вот. без свайпа вот этого. Да, а он нужен, иначе, ну, конфликт партий получается очевидный, да? Он гораздо лучше сейчас звучит, да. Но, опять же, сразу я надеюсь, что вот это пример того, что я на выгрузке населения убираю. Потому что, ну, смысла в этом мало, там человек все равно будет как бы обрабатывать вокалы, там, компрессии и прочее. И скорее я рассчитываю, что он поймет, что надо сделать такое, иначе там, потому что вот если это особенно убрать, то там очевидный конфликт, вокалы накладываются друг на друга. И это как бы, ну, странно, да? Что еще из интересного? Мне, на самом деле, вот, наверное, если говорить про сложности, то, мне кажется, в плане твоего вокала у нас сложно дался запись второго куплета. Да, это было сложно. По эмоции попасть. Да. Особенно вот это fire. Я, короче, не знаю, смогу ли я сейчас где-то это нарыть, но... ну вот, помнишь, это чисто Шварценеггер. Мы можем это показать? Конечно. Сейчас, это надо, значит, выбрать чисто этот трек. Больше, все больше и больше немец. Сделай нам больше Шварценеггера. Fire. Ну и, наверное, дальше там еще будет сейчас. Сейчас, кстати, немцы нормально жарят Ну, так-то да. на метал-сцене. Может быть. Мы на них, собственно, и ориентируемся. Не Шварценеггера, конечно, но... О, вот это. Штеля, fire. Реально, блин, капец. И мы долго угорали в моменте. То есть вот это вот прям давалось тяжело, потому что вот тут вот некоторые начинается проблема того, что я сочиняю часто под себя, особенно чистые Это немножко партии. не моя партия просто, да, как будто. Да. Но при этом хотелось дать тут тебе воздуха и тебе ее спеть, чтобы в том числе получилась поинтереснее вот эта перекличка. И вот из-за того, что я пытался прям навязать, по сути, тебе какое-то свое видение, вот, например, я помню, что мы очень долго делали вот эту строчку. Вот это вот Lone, я помню, что мы его писали безумное количество времени. Долго очень. Да, очень Мы долго. вообще этот кусок очень долго писали. И вот этот Die, например, вот у тебя тут взрывной, и было прям, ну, сложно найти какой-нибудь хороший. Но не потому, что у тебя, ну, не получалось, а потому что вот я именно, по сути, навязывал, да, тебе какое-то исполнение. Ну, там было ТЗ, да, по которому ты Да, хотел. было ТЗ. И вот тут это, наверное, вот какая-то точка роста там в тандемной работе,
мне в первую очередь как-то получше изучить твои способности и твои аспекты, да, какого-то чистого вокала. А, вот я помню, что Lone, у тебя да. взрыв на Lone был часто. Можно сделать этот Микс. ремикс, потом Alone, Fire, Alone, Fire. Fire, alone, fire, alone, fire. Да, вот с этим мы долго возились, но результатом я капец как доволен, на самом деле. Получилось круто, да. Получилось очень круто. Я много раз переписывал, да, у меня сложность в том, в первую очередь, что вот мне тяжелее всего мне давалась начальная партия. То есть даже если сейчас посмотреть вот на результат, то можно увидеть, что замьючена вот тут партия, набранная из кусков каких-то. То есть я обычно пишу именно так. Я очень недоволен всегда своим вокалом, это потому что я изначально с гитарных позиций пришел в музыку, и для меня вокал все еще в каком-то смысле в новинку, я все еще обучаюсь, учусь, и это, кстати, в каком-то смысле накладывает отпечаток на то, как я работаю сейчас над записью новых треков, потому что каждому нашему новому треку я подхожу немножко другим вокалистом. Вот настолько сейчас эта динамика быстрая. И вот я вот прям буквально из каждой дорожки, то есть мне не стыдно это показать, все так делают, что-то выдираю. И было, наверное, около 3-4 финальных итераций, что когда вот я уходил с записи, думая, все, у меня есть готовая партия. Вот я ее прям набрал, я ей доволен. И потом я переслушивал, я был недоволен, я писал новую какую-то. Есть еще одна вот тут. То есть это все разные варианты этой партии, потому что я никак не мог нащупать эмоцию. Мне хотелось здесь передать что-то типа расхлябанного такого... что вам типа... вот такое вот немножко. Но при этом не делать его слишком гундосым. И сделать в меру расхлябанным, но в меру контролируемым, чтобы вот эмоция какая-то передавалась. Потому что у меня получалось, либо он слишком был такой весь эмоциональный, но мимо нот, и такой такой какой-то либо он был очень акцентированный по слогам ритмически и по нотам, но безэмоциональный вообще. И вот мне пришлось, наверное, очень много делать подпевок и дописываний, прежде чем у меня получилась эта партия. И вот я вот искал, я помню, что я выделял прям и уже именно те вот такие вот кусочки небольшие, которые какую-то микроэмоцию, вот, например, взять вот это. Вот здесь annoying. Вот она мне немножко стреляет чем-то, то есть прям... И вот я, знаешь, у меня в какой-то момент доходило уже до помешательства, что мне нужен был этот лав определенной длины. Вот прям до микрона определенной, потому что чуть-чуть короче уже не то, чуть-чуть длиннее уже не то. Надо вот эту вот паузу между фразами оставить ровно вот столько, сколько это вот в палату мер весов, короче. И я вот прям реально заморачивался. Red pills killing bodies and tap to send me from the bed bottom to the sky. Вот этих Sky, то есть если взять какую-нибудь, может быть даже эту, вот сколько у меня было разных вариантов, и там они все очень по-разному звучат на самом деле. The sky. Вот это вот прям вообще не туда. The sky. Не туда. Потом вот был там... The sky. Немножко туда уже. Уже такой вот немножко но, возможно, чуть-чуть уже слишком гундосый при этом. То есть эмоция появилась, но гундосая. И вот я вот прям щупал. Потом началось вот это вот самурай. Это меня вообще бесило просто строчка. То есть, знаешь, это партия, когда тебе кажется, что вроде она простая, но вот она больше всего дает мне сложности. Вот тут вот хорошо прям по эмоции. Что-то вот такое получилось. Причем вот думаешь такой, это же просто записать. Я вроде понимаю эмоцию, но сохранить вот эту вот расхлябанную эмоцию и при этом контроль на записи, это капец как сложно, это просто ужас. И вот тут я, например, хотел вот немножко даже постебаться немножко над своей интонацией. Самурай! И вот меня, если послушать, тоже я немножко хочу показать. Какие-то самурай, вот такие вот. И вот я прям пробовал разные. То есть можно сказать, что запись вот этого кусочка
далась мне гораздо сложнее, чем, например, вот эта вот высокая партия, которую я, по-моему, записал с первого дубля тупо вообще и не парился совершенно над ней. Tell me, how can all this white clouds be so high and be so cold to us? И она, звучит как будто она сильно сложнее, да, но на самом деле вот такое записать гораздо проще, потому что там ты просто, как только распелся, просто там кричишь наверху, и главное, Здесь нет деталей. сохранять Да. интонирование, и эмоция довольно простая, эмоция агрессии некоторой. Ничего сложного в этом нет. И то же самое, на самом деле, касается дальнейшего припева. You should have started to see me, but spinning a small mouth and set my heart on fire. You got Вот me. здесь fire, может быть, вызывало, наверное, не знаю, как ты скажешь. Сложности. Ну да, кажется, что и вот в припеве именно эмоциональное движение Да. какое-то именно только вот здесь. Да, происходит. это правда. Но оно тоже из-за того, что оно довольно-таки понятное. Вот здесь, возможно, из-за того, что... Короче, как-то, вот, знаешь, проще. Оно почему-то вот проще шло. Fire, you got me. То есть, да, вот есть такая здесь некий момент эмоции. Опять же, это то, что ты умеешь хорошо делать. Да, в каком-то смысле да, но вот тут вот как раз хочу сказать эту мысль, что вот если бы я писал эту же партию буквально полгода назад, она получилась бы совсем по-другому. Ну, То понятное есть дело. вот тут вот такой момент, что я по сути все время обгоняю поезд и на каких-то новых пытаюсь с новых позиций подойти к вокалу. По-моему, как раз вот все-таки с припевом получилась такая штука. Я как раз переезжал в другой город, и я боялся, что я здесь не смогу кричать, громко петь, потому что новый дом, соседи. И я такой, запишу, короче, все громкие партии еще там, потому что фиг его знает, что будет. Я приехал, прошел буквально, полмесяца, и я уже по-другому начал это все петь. И я все то снес и переписал Я помню, по что новой. ты приехал и переписывал. Да, и потому что я там записал, такой, уже как-то тонковато звучит, я могу жира больше добавить. И сейчас главное, удержать этот тренд. Но вот прикол в том, что вот такие штуки мне на этой песне дались гораздо проще, чем собственно, куплетные вещи. И здесь, наверное, я бы хотел, чтобы мы с тобой перешли к джазовой штуке, про нее поговорили подробнее. Самое вкусное. Мне кажется, это самое вкусное, да, и самое неожиданное. Расскажи вообще вот со своей стороны, как это все было. Я точно помню, что ты говорил, что не знаешь, как выйти из брейка, что у тебя были какие-то мысли, ты их там накидывал, что-то присылал, но тебе все самому не нравилось, и в какой-то момент, я не помню, либо ты сам, либо я тебя навел, предложил момент с Виановой. Виановой, да. Мне кажется, мы суммарно... Это новая немецкая банда, которая типа стрельнула своими вот этими жанровыми скачками резкими в каждой песне. Кстати, я знаешь, что потом подумал? Что вообще, возможно, это чуть более глобальный тренд, потому что взять тех же Turnstile, у них же тоже на новом альбоме, они вообще же хардкорщики, но у них тоже такие вставки. Вот фанково-дисковые какие-то. Да. Но это прикольно звучит, это необычно, уху, по крайней мере, типичного металкорщика, слушателя металла, да, листенера. Когда тебе тут резко посреди песни врубают какую-то джазовую гармонию. Да. И все такое. Проблема с этим куском была, опять же, можно на видео на ютубе, сходите посмотрите, у нас есть отдельный вырезанный кусок с этой песней с нашего выступления на Джифесте. Ссылочка будет в описании. Начинается. Там у нас просто пустота. Мы, кстати, до сих пор, по-моему, в плейбеке живого выступления так делаем. Надо будет это доделать, кстати, и, скорее всего, мы переделаем. Мы не будем вот эту вот джазовую штуку точно играть на концертах. Это чисто студийная вещь. Но вот именно в студийном режиме меня бесило, что я просто остаюсь с гитарой один голос,
И это очень тупой хук. И тупой он еще, меня он лично бесит тем, что у меня уже есть несколько песен, где абсолютно так же я делаю. И я не хотел, я вот прям такой, Ну вот блин. основная проблема была в том, что Да. это уже было. Да, это было, и я такой, блин, я не хочу, мне слишком рано становиться, как и AC/DC, и гонять одно и то же. У меня еще даже альбома никакого я тут не написал в этой группе, а уже я настолько повторяюсь. И он настолько тупой, этот подход. Иногда хорошие тупые подходы, ну, они реально работают, и не надо про это париться. Но тут хотелось прям, вот песня, ее какой-то необычностью, она вот сама напрашивается, чтобы как-то так прозвучало. И да, мы с тобой, мне кажется, как-то, по сути, мы оба про это думали, про Вианову, и меня на самом деле больше, почему я от вокала перешел сейчас к этой теме, меня зацепило это именно через вокал, потому что у них на какой-то песне, я почему вообще начал про это думать, у них на какой-то песне он там остается один такой с очень камерным вокалом, такие... Как-то вот так вот У них наверху. как раз клип в баре каком-то. И потом бум, бахает. И вот мне на самом деле ни джаз, ни фанк, а мне в первую очередь вот была интересна вот эта идея такого... You should have started seeing me spinning small months inside my heart. Такой, see me spinning small bats, немножко добавить, вот, и такой камерности хотелось, что вот типа все куда-то, вся мощь, то есть вот как это, чтобы вы понимали вообще место, про которое мы говорим, вот как оно вообще звучит с выходом из брейка. You should have started seeing me spinning small months inside my heart. То есть мы из очень большого, широкого, особенно это демка, я думаю, на сведении это будет гораздо еще больше заметен контраст. Из очень большого все сужается до камерного вокала, как будто в джаз-клубе каком-то, то есть без вокала это вообще прозвучит вот так. Изначальная идея была именно с вокалом. И вот что интересно про вот этот кусок вокала, я часто делаю так, что я пишу какой-то обрывочный демо-вокал, и такой, ну потом я чистовой запишу. И вот я к нему подходил как к станку, к записи. Вообще у меня, я был не распет, ничего, то есть я так вот сходу его пытался как-то его записать, и тут благо, что у нас текст уже был. Я в итоге лучше не смог записать и не стал уже париться. И я это еще записал не в этом темпе, то есть тут видно, что у нас еще с темпом вот интересная происходит история, а в быстром темпе. И это вот, кстати, к вопросу о том, почему не надо на самом деле сильно париться о том, чтобы идеально качественный был исходник. Вот это просто раздвинутая немного дорожка. То есть я ее записал в быстром темпе и потом просто поддвинул под нужный темп. И она, благо, еще не на этот микрофон была записана, а на тот, потому что там хотя бы, комнаты не было. А так я, может быть, даже с помощью яишки бы просто комнату вырезал бы, оставил и сильно не парился. То есть, на самом деле, мне вот эта партия, она не очень нравится. Потому что, например, вот я пытался чуть-чуть, я сейчас учусь скриму, пытался его чуть-чуть добавить. Но он такой слабоватенький тут получился. То есть можно было бы, конечно, заморочиться и записать получше. Но он поэтому и хорошо ложится в канву. Да, и я решил, что пусть оно будет не идеально. Это живо звучит. Потому что, да, именно поэтому оно звучит живо. И, собственно, родилась идея вот этого вот камерного, но сначала она была в быстром темпе. Мы сейчас даже для вас сделаем эксперимент, как бы это звучало, если бы темпа не случилось изменения. Если честно, весь вайб теряется сразу, потому что оно очень быстро проскакивает, и вот эта вся джазовая штука, она звучит очень... лишним как будто. Да, лишним, ускоренным, и как будто там оно само себе на пятки наступает. А вот когда оно замедленно... И потом мы резко возвращаемся назад. И вот у нас была на самом деле довольно-таки жаркая дискуссия с барабанщиком, в каком-то смысле нашим, с Аней, что он говорил, блин, ребят, вы ломаете этим весь грув и темп песни. Но мне кажется, что вот когда ты делаешь это на такой небольшой участок на студийке,
Это, наоборот, круто. Вживую, да, вживую так не стоит делать, мне кажется. Но на студийке, мне кажется, это вот самое то. Это немножко как будто у тебя вот выныривает из основного и потом резко погружает назад. И это как будто как холодный душ контрастный такой работает. Лично для меня так. Вот, соответственно, Не, я да. поддерживаю, потому что не хватало, как будто... Не хотелось, да, стандартно как-то опять делать, выходить в очередной раз, так скажем, делая одно и то же. И мне кажется, это решение, оно спасло, по сути, этот момент. Тут еще вот, Песни. я попытался, по сути, то есть мелодия же вокала та же самая, да? И если в припеве вот этот вокал звучит с точки зрения гармонии, Me spinning a small mouth set my heart on fire. та-да-та-та-да. А тут вот вместе с этой пианинкой получилось немножко, по сути, такую альтернативную регармонизацию сделать. Me spinning a small mouth set my heart. Даже можно вот так сейчас. Spinning a small mouth set my heart. И это тоже по-своему прикольно, что та же партия, но в новом каком-то антураже. И вот я к этим клавишам на самом деле сначала думал чуть джазовую гитару добавить, но потом подумал, что это лишнее, и вместо этого сосредоточился на саунд-дизайне. Здесь есть несколько очень прикольных, ну, во-первых, есть импакты вот эти вот, которые разруливают вопрос перехода, да. Потом вот это вот самое важное, я просто взял какой-то со сплайса, наверное, шум бара, причем вот тут вот бар на самом деле, вон, Лондон бар даже написано, аутсайд, это аутсайдовый, хотя я изначально хотел какой-нибудь такой, знаешь, типа вот, как в подвальчиках делают, но все равно сработало, в принципе. Что-то чуваки какие-то болтают, он на самом деле длинный, то есть, ну, мне столько не нужно было. Секретный соус. Звук открывающейся бутылки шампанского. Добрый вечер. И бокалы. Nice. Да, вот, блин, я такое обожаю, и это прям, это добавляет, мне кажется, то есть оно так вот в сумме дает. Ну, да, вот это чоканье, оно погружает, да. Погружает, да. И выход, собственно, через эффекты. У меня всегда проблемы с детскими голосами. Мне часто хочется давать какой-то типа детский хор. Как помнишь, вот в этой песне Let's Go, вот мы с тобой оба на нее клипс, когда он на Луну высадился, китайский астронавт. Там же тоже есть Let's Go, и помню, дети кричат. Да. Мне безумно такое всегда нравится, но всегда очень сложно. Понятное дело, что это все официальные сэмплы там через сплайс и прочее, это ничего не пирачено. Вот. Но вот, например, вот тут вот, видишь, как я его покорежил, короче, потому что он мне нужен был определенной длины, и если взять этот сэмпл изначально, он там вообще совершенно по-другому, вот спидап у него вот он совсем другой. Сейчас. И он мне совершенно не подходил, и вот пришлось вот такие вот кастомизации делать, чтобы он... немножко. И второй такой же. Тоже я там вот это вот раздвигал, то есть вот 0.61 аж заварпил. Тут нет, ну, транспоуз минус 2. То есть, ну, приходится вот такие... И он еще у меня обработан сильно. И вот в сумме... добавляет немного такого синтетического звучания, что треку нужно, потому что мы все-таки делаем вместе с синтами. И тут, кстати, предлагаю про синты поговорить уже как заключающуюся часть. Вообще, на самом деле, на уровне демки синтов вообще был минимум. Было очень синтованные куплеты, да, потому что там басы синты, вот это вот, вот эта штука вот. И, в принципе, все. Были вот эти вот еще клавиши переходные. И все. Были изначально вообще вот только вот, по-моему... Сейчас. Вот это вот было только.
потому что у нас там в припеве, в концовке, в выходе. И это вот было с самого начала, на самом деле, в треке. И вообще, изначально это был не синт. Изначально я просто записал гитару, причем я ее порезал на несколько этих. То есть у меня вот есть вот такое. И чтобы вот это продолжало звучать еще, я просто отдельно по нотам вписал. Ну, там это обработка через есть у меня DSP Rabea, плагин такого гитариста. Там есть типа синтез звука. Там можно синтезатор типа через гитару делать. Это он недавно, кстати, не так давно вышел. Ну, какой-то. По-моему, нет. Кстати, он вышел уже довольно давно. Но почему-то им мало пользуются, как мне кажется. А он прикольный. И вот я Прикольный, эмбиентный такой звук. Да. Я его уже использовал на файт. Я вообще люблю переиспользовать вот в этом смысле инструменты. И вот добавил к нему просто слоем. И это на самом деле вообще все синты были. Но как бы синты очень хорошо дополняют обычно аранжировку. Поэтому что здесь появилось, если вот включить чисто синты? Если оставить чисто вот такой микс, то это как будто вступление какого-то очередного нового трека, как он, Weekend. Что-то есть такое. такое. Да. Из барабана. Вообще, я сейчас включу с барабанами и объясню вообще, какую роль играют эти синты здесь. Или Yellow Card. Да, или что-то такое. И вот этот, например, вот эта группа, она чисто заполнение скорее дает. То есть она дает краску саунд-дизайновую. То есть вот если есть у нас гитары, чисто гитары. И в принципе они, свою задачу выполняют. Гитар тоже я потом кратко покажу, там несколько слоев. Но синты, они добавляют вот именно такого звучания, вот этого, знаешь, безудержного веселья лично для меня какого-то. То есть они дают немного... Нотку надежды. Да. И вот эта группа, она работает больше на заполнение такое. Там вот рисунок сделан специально, во-первых, чтобы... То есть всегда монотонные синты, они плохие на самом деле. И их всегда лучше разбавлять либо через сайдчейн, чтобы там на уровне ударов бочки гасило его, делают так, сайдчейн от бочки самый частый продакшновый прием. Либо вот я в этом случае, вот у меня есть арпеджиатор, который вот работает. Причем у меня вот почему несколько дорожек. Вот здесь такой арпеджиатор, а вот здесь работает уже арпеджиатор другой. А вот тут, по-моему, вообще без арпеджиатора. То есть, или он просто другой тоже как-то немножко. Потому что здесь... Сейчас я попробую сравнить. Да, вот длина другая. Здесь 1.8D, а здесь 1.8. Вот. И вот этот вот он делает переходную историю. Кстати, интересно, почему так тихо? Потому что... Не в начало. Вот, да. А вот этот, он нужен как андерлик для поддержки вокала. Так, как тут включить мои вокалы? И на самом деле это нужно для того, что вокал он немножко скачет, и у меня довольно... Это как сдерживающая такая штука. Она показывает ориентир
основную ноту, вот эту вот ноту надежды в каком-то смысле. Потому что те же гитары, например, и бас, они у меня здесь мало кто выполняет эту функцию, потому что взять, например, гитары, если мы посмотрим на то, что вот просто слева-справа две гитары, они... Они так тоже немножко более сложную текстуру имеют и не дают эту основную идею. И с басом на самом деле такая же история, потому что бас, он довольно прыгающий. Особенно вот тут. Причем вот тут, вот в этой части... Та-та-на, хотя по сути на должно звучать. То есть вообще нету вот прям сильной опоры гармонической. И в этот момент вот этот синт, он помогает немножко подсказать, а куда вообще смотреть. То есть вот мы сейчас вокруг вот этой вот части. Ну и он добавляет немного ритмичного вот этого тум-тум-тум-тум-тум. Про гитары чуть-чуть хотел сказать. Расскажи не забудь про риф, который в пост-хорусе обязательно. О, да, точно. Это же визитная карточка. К этому и перейдем. Вообще, мой самый любимый риф в этой песне, это на самом деле вот это. Потому что это настолько тупо и рабочее, вот оно реально просто же работает. Ну, то есть, вот ты возьми вот просто барабан и бас-гитару, и оно будет классно работать. Вот, и это прям... Но там и не нужно большего, по сути, типа... Да, тот гитарный минимализм, он... Именно, да. Меньше лучше. И паузы есть, и грув есть, супер вообще. Я люблю, когда у меня так получается. Здесь я не люблю такие припевы, когда, по сути, основой является вокал, и здесь, по сути, можно вообще долбежку, просто чёс записать. Я всегда пытаюсь уйти от чёса, но не сделать слишком заумно. Поэтому здесь у меня, например... Они, по-моему, чуть-чуть, может быть, разные. То есть вот там есть не просто квинты, да, какие-то. Здесь просто. Вот уже так немножко другой интервал. Вот добавляются новые. И вот через какие-то ноты, например, переход, да, вот. То есть, по сути, гитара реализует немножко мелодическую часть. А во второй я сделал уже немножко больше тупо чёс, чтобы... Ну, как раз ускорение ритма там Да, идет. Да, чтобы человека не перенапрягать. И только вот в конце вот позволил себе какую-то штуку, потому что это даже, наверное, моя проблема, что я устаю вот от таких просто тупых партий, и мне хочется в какой-то момент вот сделать что-то такое. Но я редко пишу только... Буллетов дать. Да, я редко пишу только две гитары, и у меня вот всегда творческие какие-то изыскания, потому что, например, вот тут вот есть еще две, я не знаю, это еще, я уверен, что куча всего было удалено, тоже немножко по-другому звучат. Чуть-чуть более веселый какой-то тембр. Да, немного по-своему. И были еще другие партии, вот, например, здесь какие-то, которые я тоже вот пишу и потом удаляю, потому что, они не подходят. Здесь вот у меня две справа-слева гитары и две есть по центру. Ну, она, по сути, верхушку делает. Я вот заметил
Ты гитары нарезаешь прям ровно-ровно они у тебя? Или ты даешь волю чуть-чуть живому смещению? Чуть-чуть. Вот видишь, оно не везде нарезано. То есть иногда я считаю важным, и в каких-то местах это очень важно. Как, например, в нашем брейке. Там должно вот прям гвозди вбиваться. Вот. И там я, конечно, равняю. Где-то, вот, например, в таких вот, я... ну вот то, что оно здесь, это я скорее, знаешь, брал и из одного места Ctrl-C, Ctrl-V, потому что мне просто этот звук понравился здесь. То есть я довольно грязно иногда работаю специально с гитарами. И вот, например, здесь важно, чтобы оно вот сыграло, ну, ровно, то, да? что там, да, забивается. А здесь, например, вообще не важно, и оно скорее вот должно давать. И это вообще вот для нашей группы это точно точка роста, и для меня, как для продакшена нашей музыки. Нам надо и барабаны, и все делать чуть более живее. И вот как обрести этот баланс, я еще в поисках. То есть раньше я делал еще более замороченно. То есть если посмотреть какие-нибудь мои предыдущие треки, ты бы увидел, что вообще все гитары поровнены в ноль. Сейчас я от этого ухожу постепенно. Есть вторая вот гитара. С фленджером как будто, да? Кстати, возможно, да. Припев, если не знать контекста, припев реально вот Blink, Yellow Card, такой вот поп-панковый, прикольный. И вот есть еще несколько мелодических, то есть если вот, например, вот эти гитары, вспомни, они лупят одно и то же, а вот тут вот происходит мелодия некоторая. Они вот прям друг за другом повторяют. И туда на самом деле вторит бас. Прикольно. И с ровной гитарой основной это дает очень прикольные внутренние андерлики какие-то мелодические. Это все прикольно. Интересный кусочек, да, прикольно. И это приводит нас к мякотке. Эту штуку я писал очень давно, долго. То есть, если как с куплетом. Если на вокал на куплет и записывал долго и бесился, то вот тут у меня даже до сих пор осталось два варианта. Потому что я до самого последнего момента не был уверен, какой из них мне больше нравится. Тут вся фишка в том, что я специально решил писать без левого-правого канала, а тупо центр, и чтобы был даблер обязательно. Потому что именно с даблером, мне кажется, эта гитара раскрывается. Вот так она звучит вот вообще без обработки. Так она звучит с обработкой, но без стереоэффекта. А вот так с ним. Вообще обычно этот вот даблер, который вот, например, в Neural DSP по умолчанию, его обычно ругают и советуют не использовать. Но мне здесь, я пробовал записать две гитары, например, убивает концентрацию вот на этом вкусном мелодическом этом. То есть, когда их две по бокам, оно, знаешь, оно начинает работать. Разъезжается как будто, да? Даже не то, что разъезжается, а как будто для фона начинает работать. А тут вот, чтобы на ней показать акцент, надо ее вот вывести, вот что она одна. Но при этом добавить ей этот вот стерео какого-то прикольного, что она закрывает все пространство с собой. Вот даблер справляется идеально лично для меня. И, боже, как долго я это писал. Вот тут вот прям нарезано. Потому что вот тут я прям выбирал. Мне важно было каждую ноту, чтобы она сыграла вот ровно, как я хочу. Или вот, например, вот это место. Вот. Я заколебывался. Плюс я же на самом деле не то чтобы прям сильно шарю за записи и прочее. Я писал вот с этой штукой,
Ну, я ее, по-моему, вообще просто вот сюда опустил и как-то не парился, она у меня вообще расстегнута была, что-то такое. И я только уже... я писал со свежими струнами, скажите спасибо за это. Но я уже потом понял, что у меня были плохо прикрыты все остальные струны, когда я вот это внизу все эти штуки делал. И у меня плохо был закрыт, у меня звенели струны, короче. И вот даже, может быть, сейчас еще можно это услышать. Вот он... И она, на самом деле, сильно вылазит на этом самом. Когда еще гейн добавляешь, обработку. Плюс я включил сингловый на отсечке нековый датчик, такой вот как блюзовый немножко, чтобы был звук не слишком метальный, а такой подстеклянный немного. И это еще ухудшило ситуацию. И я сидел такой, я столько сил в это потратил, я сидел такой, все переписывать с нуля я не вывезу. Слава богу, что я задушил свой перфекционизм и сказал, пошло оно в жопу. Но партия классная с точки зрения, наверное, повествования песни. Вот после этой стремительной долбежки взять такой double time, half time, точнее, на барабанах, то есть в 2 раза все размеренней, и отдать гитаре вот эту вот разреженную мелодическую часть, вот это прям очень хорошо получилось. Это самый любимый момент мой в песне, когда я услышал, многим вот эту вот штуку. Многим очень нравится, это прям классно, да. Я на самом деле как креатор начинаю даже, знаешь, когда слишком сильно хвалят какую-то часть, начинаешь немножко беситься, а что, остальное плохо, типа. Вот, поэтому я его немножко даже уже, подустал от того, что он, типа, хорошо получился. Но он реально хорошо получился, особенно в сумме с фишками на вокале. Вот где все. Ты выключил гитару. Я выключил гитару. Показываем гитару и выключили их. Love. Мне прям нравится такое, причем Love я специально... Я пробовал 2 эксперимента записать просто love и просто повторить, либо именно скопировать. В итоге я через копирование пошел, у меня где-то есть еще должна быть. И вот оно дает тоже такого немного электронного звучания всему этому. И это вот удачная часть, она попала в песню давно, то есть она, по-моему, какая-то песня образующая. Что вообще по эмоциям в песне? Песня, тут, наверное, ты расскажи. То есть как вот ты, вот, например, считываешь вот, настроение, эмоции песни? Когда я писал текст, изначально была от тебя задача сделать эту историю про борьбу какую-то, про человека. Уже не помню. Про человека, который прям документ мне присылал, я помню. Реально? В котором, да, он есть. Офигеть. Он есть Капец. Основательный подход. в котором было прописано, так скажем, что ты хочешь видеть от героя в этой песне. Да. Какие-то основы просто, базисы типа накиданы. Мне очень понравилась сама тематика того, что это история человека, который из рутины на одну ночь, там, на один миг, неважно, на какой-то период времени вырывается в тот мир, о котором он мечтает, по факту, которого он сильно желает. По сути, все происходящее мы запечатлели вот в эту обертку, так скажем, эмоционально, текстово, посыльно. Самая главная идея в том, что по итогу этот человек ни о чем не жалеет. Да. То есть он все это пройдя, он возвращается в свою рутину, но при этом у него остается просто приятное, хорошее впечатление о том, как можно было бы жить, но не в его ситуации, видимо, да. Это можно, в принципе, разбить на несколько ночей в голове додумать. И там вот, у нас вообще слово «ночь» мелькает в песне. Есть. Я сейчас понял, что у меня в голове это очень сильно ассоциируется с ночью. Есть там. Я вообще не помню. Ну ладно, неважно. Короче, суть в том, что да, там ночь человека сильно переворачивает, он встречает... Night to forget. This night is not to forget. Да, this night is not to forget. И по лору, который мы пытаемся по вселенной развивать, этот человек живет в городе, в котором все наши события происходят. Он встречает некоторого наблюдателя, который, по сути, допускает человека до его тайных желаний. Типа, что было бы, если бы он жил
не теми целями, которые там он сам себе навязал, а, можно сказать, просто жил, как бы, даже не тайные цели, а, можно сказать, тайные мечты или желания, да, вот как бы он хотел. Тут получилось очень интересно, я на самом деле верю, что музыкантам надо подпитываться вдохновением от всякого другого искусства, кино и прочего. Я, например, когда это написал, по сути, получается, 2 года назад саму основную идею. В ней уже была вот танцевальная вся идея, сама тун, вот это. Но потом я посмотрел аниме «Дан-да-дан», есть такое, и оно меня безумно восхитило интро своим и немножко таким, знаешь, диковатым вайбом, короче, вот что как будто все на спидах, извините, сделано. И я такой, блин, это вот ровно то, что мне в эту песню хочется. Я как раз взял даже некоторые элементы оттуда, вдохновившись, и получается этот вот аниме для меня как какой-то источник, второстепенный ресурс вдохновения, дал такой пинок, немножко ускорив производство Ну и песни. направление, И скорректировав направление, да. Я вообще на самом деле анимешник лютый. Есть еще одно, а почему вообще все про ночь, к ночи свелось? Есть еще аниме «Песни ночных сов», по-моему, так называется. И там про чувака, у которого лютая бессонница, который, типа, поэтому ночью гуляет по ночам, по ночному, там, Токио, я не знаю, какой город, и встречает вампира. Короче, и начинает с ним тусить, с девчонкой-вампиром. И тоже, вот там, по сути, такое, что он там обычной норме с днем, а ночью он там с ней, ну, там, типа, летать умеет, всякая фигня такая. Вот. Развлекает ее. Да, и она его развлекает. Вот, и это очень прикольно, тоже такой вот момент вот этого разворота, я оттуда эмоционально подчеркнул. Наверное, вот именно это настроение пытались передать и вплести его в какую-то нашу вселенную через наблюдателя, который человеку приоткрывает завесу. Почему я думаю, что он выходит из этого немножко изменившимся? Потому что она же есть, эта концепция как наблюдателей, так и искателей, тех, кто ищет способ жить там, путем, не целями. Что вот это его немножко приблизило к этому, что он там как-то может примириться с собой, изменить что-то, может быть, в своем подходе. Ну, то есть я в голове себе дорисовывая, оставляю такой открытый финал, короче. Но он вполне работает там, да. Да, в принципе, все, наверное. Все остальное... Я думаю, мы максимально подробно расковыряли проект. Больше даже нечего про него говорить. Так что слушайте. Концовочку только не посмотрели, но я думаю, что... А концовочку, друзья, вы послушаете. Вы послушаете ее сами. И напишите нам, что вы про нее думаете. Там тоже немножко разные гитары. Если вы хотите это все получить в виде стемов, говорите. Мы на такие вещи реагируем. Если у вас будут вопросы, говорите. Если вы захотите с нами поработать, говорите. До новых встреч.